Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну вот, на что только не идут эти блогеры. Уже и последние штаны готовы снять и порезать ради контента. А вот и нет. Штаны уж давным-давно изрезаны и использованы в других изделиях. Это остался самый неликвид. Карманы, шлёвки, мелкие обрезки. Без работы тяжело, но мы трудностей не боимся. Будем креативить по полной программе. Для начала просмотрим каждый кусочек. Прикинем размеры, оценим качество ткани. Современные джинсы – это стрейч. В процессе носки они растягиваются и растягиваются неравномерно. Поэтому вот в этом случае мы можем вырезать внутреннюю часть кармана, использовать ее отдельно. А на красивом декоративном кармане отрежем всю лишнюю ткань, чтобы не было никаких утолщений. Заметьте, что в этом случае красивая отделочная строчка остается целой. Карманы будем использовать отдельно, мелкие обрезки отдельно. Если есть большие детали, то имеет смысл придать им форму и использовать максимально. У меня простая бытовая швейная машинка. Лишние толстые швы нам не нужны. Их лучше отрезать. Если ткани рядом с декоративной частью совсем немного, имеет смысл немного подпороть шов. Но внешнюю декоративную нитку старайтесь сохранить. Вот передние карманы, конечно же, очень красивые, но как их вшить? И толстые швы, и металлические клепки. В некоторых случаях можно разобрать это соединение, убрать всю лишнюю ткань. Освобождаем красивый внутренний кармашек. Да и внешняя деталь очень живописная. Здесь можно аккуратно убрать пояс, отпороть верхний край шлёвки, а потом пришить его с заходом на верхнюю деталь. Знаю, что сейчас в комментариях уже кто-то пишет: ну сколько можно этот мусор перебирать? Вот вроде бы это ерунда ненужная, а кто-то увидит идею для своего рукоделия. В общем, смотрите сами. Где-то проще срезать лишние швы, где-то лучше их распустить. Следующий очень важный этап – все детали надо тщательно проутюжить. И кроме этого, крупные фрагменты надо укрепить, проклеить клеевым флизелином. Тогда готовое изделие будет более красивым и аккуратным. Джинсовые детали получились самой разной формы и размера. Нам все пригодится. Все джинсовые вкусняшки, сгибы, следы от швов, декоративные отстрочки – все в дело. Отдельно мы собрали небольшие полоски. Из клеевого флизелина вырежем широкую полоску и на сторону с клеем начнем пришивать джинсовые кусочки. Лучше сразу их отстрачивать, тогда все красиво и ровно получается. Когда вся основа заполнена, мы ее тщательно проутюживаем с паром. Затем по линейке все промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Дальнейшая работа – это сплошное творчество. Смотрим, прикидываем, чем можно продолжить деталь, увеличить ее размер. Если у детали уже красивый обработанный край,
то можно просто наложить ее сверху и пришить внахлёст. Если мы соединяем две детали, то просто сшиваем их вместе, потом разворачиваем и отстрачиваем. Самое сложное — это определить, какую деталь куда лучше пришить. Из своего опыта скажу, что легче всего и интересней собирать длинные полоски, кусочки подбирать подходящей ширины. А дальше вы уже сами увидите, когда у вас будет две больших детали одной ширины, вы сможете соединить их вместе. Единственная рекомендация — между вкусняшками вставлять кусочки гладкой нейтральной ткани. Кусочки можно надставлять и пришивать до тех пор, пока не получите нужные вам размеры. Дальше уже можно прикинуть, как именно будут располагаться в готовом полотне ваши заготовки. В сегодняшней работе очень много всяческих украшательств. Можно их немного разбавить полосками джинсовой ткани. Вы же сами понимаете, что это процесс творческий. Смотрите сами, нравится, не нравится, и есть ли у вас ткань для воплощения ваших задумок. Вы помните, что нам пришлось подпарывать карман. Красивую декоративную нитку можно пришить вручную, а можно попробовать сделать это на швейной машинке, прошить слабым зигзагом. Вот этот процесс с соединением деталей можно продолжать и продолжать. Смотрите, какая интересная заготовка у нас получилась. Можно остановиться, но раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Красивый кармашек, нашивки, шлёвки. Пусть будет. Пригласите меня в ресторан, я надену все лучшее сразу. Вот видите, с этими декоративными элементами стало еще интереснее. Эту джинсовую заготовку можно долго рассматривать и расшифровывать. В нашей заготовке есть все: и кармашки, и красивые шлёвки. Пока готовила, шила верхнюю часть, собирала ее по кусочкам, мне счастье привалило. Одна большая резаная штанина и несколько обрезков. Это прекрасно. Потому что из маленьких обрезков мы сможем выкроить ручки для сумки, полоски шириной 7 сантиметров и длиной примерно 62. А из большой широкой части
будем собирать заднее полотно. Она у нас будет сборной из нескольких деталей. Сначала соединим вместе две маленькие детали, а потом уже сошьем в одном. Ручки для сумки сшить очень просто. Полоску складываем вдоль пополам, подворачиваем оба края и прошиваем. Потом также отстрачиваем и вторую сторону. Когда готова обратная часть сумки, наметим место для кармана и найдем точки пришивания ручек. От центра верхнего края в обе стороны отложим по 8 сантиметров. Ручки мы пришиваем так, чтобы они немного выступали за край. И точно так же готовим и лицевую часть сумки. Из яркой ткани выкраиваем подкладку, делаем на ней карманы. Детали сумки лицом к лицу складываем с подкладкой и прошиваем по верхнему краю. После этого разворачиваем детали сумки так, чтобы с одной стороны был джинсовый верх, а с другой внутренняя часть. Прошиваем все по периметру, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Когда все готово, формируем углы. Намечаем и вырезаем ткань в углах. Потом расправляем эти отверстия и зашиваем на швейной машинке. Перед тем, как выворачивать, делаем еще одну операцию. Соединяем изнутри вместе углы подклада и джинсового верха. Вывернуть заготовки хоть и сложно, но можно. Все подтягиваем и расправляем. После этого зашиваем оставшиеся отверстия и по верхнему краю сумки прокладываем отделочную закрепляющую строчку. Обратите внимание, в этом случае мы дополнительно прошиваем, укрепляем ручки. И получается замечательная сумка-шопер. Очень яркая и необычная. Единственная и неповторимая. Чуть раньше мы сочинили другую сумку из джинсовых обрезков. Они обе смотрятся очень интересно. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. А свои результаты обязательно покажите в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках, и на Дзен. Заходите ко мне на Бусти. Туда сейчас выкладываю все новинки и лучшие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!